По успешности ты можешь догнать и перегнать даже своих друзей. А если это не так, тогда это просто собутыльники. Не только точно проиграешь им, но можешь даже погибнуть в процессе такой гонки. Причем в прямом смысле можешь погибнуть. В таком случае найди собутыльников подешевле. Это я про понты, если говорить по-научному. В этом видео я хочу поделиться такими моими наблюдениями, как иногда менее обеспеченные люди или семьи стремятся подражать своим более состоятельным друзьям, чтобы не отставать в стиле жизни. Могут вместе отдыхать в дорогих местах, совершать крупные покупки, которые на самом деле им не по карману. Такое поведение часто продиктовано желанием соответствовать ближайшему окружению, более обеспеченным друзьям или родственникам. И это может привести к серьезным финансовым последствиям. Неоправданные расходы становятся обузой для бюджета семьи. Они начинают залезать в долги. Постепенно накапливается финансовая нагрузка, которая может привести к проблемам, стрессу, конфликтам в семье, к банкротству и, как результат, даже к разрушению семьи. Важно осознать, что попытки соответствовать чужому благополучию не принесут истинного удовлетворения, но принесут, вероятнее всего, большие разочарования. Потому что ваши успешные друзья не просто так успешны, а вы, если менее успешны, то тоже не просто так. Этому тоже есть причина. И если следовать теории о том, что со временем богатый станет еще богаче, а бедный еще беднее, тогда разрыв между вами будет лишь увеличиваться. А ты хочешь угнаться за своими успешными друзьями? Отлично. Такое желание может быть тебе очень полезным. Такое твое желание может помочь тебе преуспеть в жизни. Но лишь в том случае, если ты не будешь обманывать себя. А конкретно, если ты хочешь не отставать от своих успешных друзей, тогда учись у них. Но не как тратить деньги, а как зарабатывать деньги. Перенимай у них качества, привычки и навыки успешных людей, чтобы самому приблизиться к успеху. Это такие качества, как целеустремленность, то есть умение четко видеть цель и идти к ней, несмотря на препятствия. Это готовность брать на себя ответственность за свои действия и решения. Это настойчивость, которая заставляет не сдаваться перед трудностями и продолжать действовать даже при неудачах. Это оптимизм, то есть позитивный настрой и вера в успех. Оптимизм помогает лучше справляться с неудачами. Также важно умение проявлять гибкость в принятии решений, умение адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам. Это, конечно же, и регулярное планирование. Это важный навык правильно планировать свой день, неделю и ставить долгосрочные задачи. И, конечно же, успешные люди постоянно учатся и расширяют свой кругозор и пополняют свои знания. И забота о здоровье, физической активности, правильное питание помогают поддерживать высокий уровень энергии. И эта привычка работать стабильно, без отвлечений и прокрастинации, и умение фокусироваться на важном. Успешные люди избегают отвлекающих факторов и концентрируются на ключевых задачах. Что еще? Управление временем, конечно же. Важно уметь эффективно распределять время и, как бы сказать, приоритизировать задачи. И, конечно, необходимы навыки коммуникации, то есть навыки общения, способность слушать и четко и ясно выражать свои мысли. И важно умение быстро и эффективно находить пути решения трудных задач и работа в команде. Успешные люди умеют взаимодействовать и находить общий язык. И непременно нужна финансовая грамотность, знание основ управления деньгами, понимание инвестирования, планирования. Наверняка не все назвал, но примерно понятно. Это еще какие-то знания, качества, навыки и привычки способствуют успешности. И если ты тянешься за успешным человеком или людьми, это отлично. Но, повторюсь, стремись научиться их успеху, а не подражать их расходам. Потому что расходы – это возможность, которую дает успешность. По успешности ты можешь догнать и перегнать даже своих друзей. А вот по расходам, если не сможешь догнать друзей в успешности, тогда в соревновании по расходам не только точно проиграешь им, но можешь даже погибнуть в процессе такой гонки. Причем в прямом смысле можешь погибнуть. И еще важный момент. Если это настоящие друзья, то ты им ценен не за то, что можешь с ними потратить много денег, а ты ценен для них как человек. А если это не так, тогда это просто собутыльники. В таком случае найди собутыльников подешевле, пока не начнешь зарабатывать на уровне более дорогих собутыльников. А поэтому в качестве резюме финансовая стабильность и душевное спокойствие гораздо ценнее кратковременного дешевого впечатления. Это я про понты, если говорить по-научному. Я старался быть тебе полезным. Буду рад, если поставишь этому видео лайк, а может быть еще и оставишь комментарий, что об этом думаешь. Ну и подпишись, чтобы не потеряться. И удачи тебе!